Так, раз, два, три. Пишите. Всем привет. Напишите в чате, нормально ли слышно в оба уха. Раз, два, три, четыре, пять. Надеюсь, все хорошо и ничего не сломается. Так, видео видно. Угу, понг, круто. Что значит понг? Интересно. Напишите в чате. Сегодня столько раз смотрел видео на ютубе, там все говорят, напишите в чате, что думаете по этому поводу. Спасибо, Данил. Ответ на пинг. Да, я это знал. Я хотел сообщений в чате больше. Так, ладно, все слышно. Да, сейчас начнем терраформировать. Еще минуту, подождем, посмотрим, все ли на месте. Да, все, один человек смотрит эфир. Уже круто. Ну да, не будем затягивать. Давайте уже что-нибудь приступим к чему-нибудь. Итак, всем привет еще раз. Меня зовут Павел. Давно у нас не было стримов. Блин, ну спасибо. Звук только в левом канале началось. Давайте посмотрим. Так, может вот этот. Так, а сейчас? Вот сейчас должно быть в обеих ухах. Подтвердите и начинаем. Отлично, спасибо. Спасибо. Так, сегодня у нас необычный эфир. Я долго думал, что постримить. Знаю, что все здесь кодеры, устали от кодинга и хотят заняться девопсом, инфрой, подтянуть свои навыки в этом направлении и узнать что-то новое. Мы всегда должны расширять свой кругозор, и я посчитал, что Terraform — это одна из тех штук, которые должен знать любой разработчик, который хочет стать на голову выше других особенно. И поэтому сегодня именно про Terraform. Рассказать, что это такое, достаточно просто. Это Terraform помогает нам описать нашу инфраструктуру, вернее, инфраструктуру нашего проекта в виде кода. И при изменении нашей инфраструктуры мы можем, вернее, при изменении нашего кода мы можем менять нашу инфраструктуру. Звучит просто, непонятно для чего, кому и что мы с этим можем сделать. Что значит описать инфраструктуру? Я подготовил сегодня поэтому несколько примеров. Так, да, привет. Они будут, в принципе, подходить для множества облаков. Мы будем использовать сегодня DigitalOcean. Так, сейчас. Вот, я для вас открыл специально сайт Terraform, и в нем, соответственно, мы установкой заниматься не будем, там все достаточно просто. Скачиваем бинарник или устанавливаем в нашей операционной системе любимой Terraform. И в целом это консольное приложение, и в нем мы будем запускать команды. Сейчас все поймете, все будет просто. Да, привет. Ищем наш провайдер DigitalOcean и будем сейчас разбираться, что там происходит. Вот провайдер. Открываем его документацию. Здесь мы можем посмотреть, как использовать провайдер. И давайте начнем сразу писать код. Создаем файлик. Я обычно начинаю с main Terraform. И сейчас будем по ходу разбираться, как описать нашу инфраструктуру. Первым делом мы должны взять код, инициировать нашего провайдера. Здесь можем вот скопировать кусочек кода и вставляем. Что мы здесь видим? Здесь мы описываем, что
Для нашего скрипта требуется сейчас DigitalOcean. Здесь указывается версия провайдера, и дальше мы его инициализируем. Здесь мы можем указать токен, так, здесь только вот так, токен, который мы будем использовать для общения с DigitalOcean. Этот токен так, нам нужно открыть сразу DigitalOcean, пока я не забыл. Сейчас я проверю, тот ли у меня здесь открыт. Так, не пугайтесь, что начинаем так сумбурно. Сейчас все будет просто, понятно, и так как мы будем делать это интерактивно, у вас вопросов не возникнет. Я заранее себе создал здесь токен. Вот он называется стрим. Я его уже себе экспортировал для того, чтобы... Ну, тут есть несколько вариантов, как работать с переменными. Сейчас я вам все покажу. Давайте по порядку. Для того, чтобы вот провайдер мы указали, ну, скажем так, провайдеры — это как композер пакета. То есть каждый провайдер, он нам предоставляет какой-то набор методов, которыми мы можем, с помощью которых мы можем управлять тем или иным сервисом. В данном случае это DigitalOcean. И вот здесь мы указываем, инициализируем нашего провайдера, говорим, с каким токеном мы будем с ним работать. Terraform — это, скажем так, в кавычках, язык программирования, с помощью которого мы можем описывать с помощью кода нашу инфраструктуру. Соответственно, здесь мы можем использовать переменные, какие-то пакеты создавать, модули и все такое. Использовать некоторые функции, которые нам предоставляют, массивы, объекты. Ну, в упрощенном виде структуры, скажем так, можем использовать. Соответственно, язык достаточно простой. Все, что мы используем, мы либо дергаем какие-то API-шки, либо запрашиваем у нашего сервиса какие-то данные у него можем запросить. И еще один вариант — это создавать, объявлять локальные либо глобальные переменные. Например, мы будем сейчас по ходу развивать наш код, и все будет становиться понятно. Первым делом мы можем создать некую переменную DigitalOcean токен, тип у нее string, и здесь вот мы говорим, что токен для провайдера мы берем из переменной. Мы можем вынести их, например, variables в отдельный файлик. И тут нужно сразу понять, что вот эти все, когда мы запускаем наш скрипт на выполнение, он будет все файлы в рамках одной директории будет все как бы мерджить, и последовательность он будет понимать с помощью зависимости. То есть сейчас мы зависимости дальше будем прописывать, но суть в том, что он все эти файлики сам увидит и их как бы смержит в один большой файл. Поэтому вот это разнесение на файл, оно носит чисто такой характер структурирования нашего кода и разделения его по каким-то, ну, чтобы удобнее было по нему навигировать. Так, можем вот отсюда поэтому вынести нашу переменную. И следующий момент, есть еще terraform.tfvars. Так, файлик. Это уже terraform.tfvars. Здесь мы можем условно давать значение нашим переменным. То есть здесь какое-то может быть значение, и вот этот файл обычно ставят в gitignore. Это как .env в рамках нашего какого-нибудь PHP-приложения. Здесь это terraform.tfvars. Второй вариант будет вот значение do токен можно также прописать в env'ах вот в таком виде tf var do токен. И здесь указывать значение. Так, по верхам очень-очень-очень крупными мазками разобрались про разделение. Давайте
Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы создадим а, веб-сервер Droplet у нашего DigitalOcean провайдера. Дальше мы создадим для него домен, ну, DNS-записи и еще парочку вещей. Так, давайте приступим. Первым делом мы можем... Так, сейчас. Смотрите, по документации сразу расскажу. Здесь еще проще. У каждого провайдера есть два типа, а, ну, скажем так, API для взаимодействия. Это ресурсы, это все, что create, ну, это все, когда мы какие-то вносим изменения, создаем что-то, может, удаляем что-то. И дата — это когда мы фактически get запросы делаем от нашего провайдера. Что мы можем делать в рамках провайдера DigitalOcean? Ну, вот, например, создать дроплет. Все, что нам нужно, мы берем ресурс, его название, ну, это, скажем так, API endpoint, и его имя, наше локальное имя, которое мы ему даем. Дальше мы здесь указываем образ, который будем использовать для нашей VPS, имя, которое будет в DigitalOcean видно, регион, где он создается, мы будем во Франкфурте создавать, и его размер. Эти все данные, image и size, уже можно посмотреть у провайдера. Так, как с этим дальше работать? Давайте, вот я сразу консоль открою. Для того, чтобы, как только мы написали код, первым делом нам нужно инициализировать наш проект. И, ну, это операция, которую мы будем делать при добавлении новых провайдеров, при добавлении модулей. Ну, короче, мы еще посмотрим. Вот, все инициализировал. И теперь мы делаем, запускаем команду Terraform Plan. Она нам показывает, что будет сделано при запуске нашего сценария. И он говорит, что он создаст ресурс вот такой-то, и вот показано, что будет добавлен один ресурс, и ничего не будет изменено. Давайте его создадим. Да, создаем. И ждем сейчас Terraform выполняет API-запросы в DigitalOcean и фактически здесь создает нам новый сервак. И все, что нам нужно, дождаться процесса завершения. Так, пока он это делает, посмотрю от вас вопросы. Вебка зависла, хрен бы с ней. Главное, чтобы все остальное работало. Может, ее вообще отрубить тогда. Сейчас попробую. Да, подвисло. Дерьмовенько. Видео-то хоть не зависло? Не зависло. Хорошо. Все, сервак создан. Смотрим. Здесь тоже создан. Окей. Что нам нужно помимо... Ну вот мы создали сервак. Первое дело, что мы замечаем, у нас нет, во-первых, SSH-ключей. И тут есть множество вариантов, как их добавить. Давайте создадим новый ключ. Пусть будет это main какой-нибудь ключ. Имя у него name. И сюда мы можем взять, допустим, наш публичный ключ и его типа вот сюда строкой закинуть. Второй вариант, мы можем вынести в какую-нибудь переменную наш SSH-ключ, типа pubkey, type string. Здесь, кстати, в variables можно указывать дефолтные значения, если не хотите, либо вынести его, например, вот так вот, pubkey, и здесь указываем значение. Ну, как будто все круто. И теперь его спокойно добавляем в наш ресурс. Вот мы
к ресурсам из одного ресурса можем обратиться к значениям другого ресурса. В этом вся крутость. Привет, Игорь. Соответственно, когда мы создали ресурс DigitalOcean SSH Key, он нам возвращает некие данные. Ну, в общем, структуру данных, которая соответствует нашему SSH-ключу. Ну, давайте посмотрим. То есть мы можем два варианта. Мы можем взять, открыть Terraform консоль. Открыли. И здесь, по идее, мы можем сделать, обратиться прямо к ресурсу, название ресурса и название, ну, вернее, ключ ресурса и название. Так, он у нас еще не создался. Ну, давайте вот второй. То есть вот так вот. Так, сейчас. Упс, заблокировал. Terraform Force. Да, еще один момент. Блин, я его заблокировал так, что его нужно теперь вот убить. Так, как здесь F4? Я уже забыл, как kill делать. Вот. Kill. Yes. Сигналы. Да, спасибо. Вроде я уже убил. Сейчас посмотрим. Наверное, уже как-то я... Во, все. То есть смотрим Terraform Web и видим, у нас здесь показывается вся информация про наш сервак. То есть мы можем получить любую информацию необходимую, допустим, IP-адрес, там, количество памяти, короче, все что угодно, что может нам понадобиться дальше. Третий вариант, мы можем делать аутпуты. То есть, допустим, хотим знать output нашего, IP-шник нашего сервака и делаем Terraform, либо apply можем запустить опять. Сейчас он просканирует и смотрим. Упс. Как раз я хотел следующий момент показать, когда мы изменяем какую-то информацию в наших ресурсах. Вот, допустим, сейчас мы добавили SSH-ключ, мы опять можем применить команду apply, и она нам покажет, какие изменения будут внесены в наш сервак. SSH-ключ является такой штукой, которую мы не можем добавить уже в созданный сервак. И поэтому в этом случае он нам говорит, что сервак будет пересоздан, потому что мы добавили здесь SSH-ключи, и они требуют замены сервака. Ну и вот он показывает, что по плану он добавляет SSH-ключи, новый ключ публичный, и дальше вот он этот ключ применяет к нашему серваку. Смотрим. Сейчас он, скорее всего... так. Ну я уже этот ключ добавлял, надо какой-нибудь другой. Ну ладно. Считаем, что вот это будет работать. Кстати, вот он сервак уничтожил. Если мы сейчас зайдем, посмотрим, мы увидим, что сервака уже нет. Есть только мои домены. На что еще сразу стоит обратить внимание, что как только мы выполняем первую команду apply и все последующие, у нашего приложения появляется state. Что такое state? State – это файлик, в котором сохраняется вся информация на конец того, как завершится выполнение команды apply. То есть то, что созданные серваки, добавленные SSH-ключи, в общем, все аутпуты, все хранятся в этом файле state. И, соответственно, когда мы вносим какие-то изменения и запускаем команду plan, то она, соответственно, смотрит текущее состояние и вот сравнивает изменения и пытается вот привести, ну, то есть вот эти вот изменения, которые появились, пытается их внести, чтобы привести уже к нормальному, к нужному состоянию. Так, давайте
Я хотел здесь по-другому немножко сделать, и раз этот ключ не работает, и это даже к лучшему. Итак, что мы делаем дальше? Наша задача теперь это давайте создадим SSH-ключи. SSH-TF файлик, и в нем что нам нужно? У Terraform есть очень классные ресурсы, допустим, а, для генерации а, приватных ключей. Так, это у нас будет SSH-ключ. Мы говорим, что алгоритм у него RSA. Так, здесь RSA должно быть. И мы можем сказать, сколько бит. Вот, 4096 нас устраивает. Дальше есть такие штуки, как локальные файлы. Мы можем сказать, что давайте-ка сохраним PS-модул. Это текущая директория. И, соответственно, мы в ней создаем папочку SSH и добавляем в нее файлик itrsa. Так, и здесь в нее сохраняем содержимое вот этого сгенерированного ключа. То есть private key, SSH, private key, PEM. То же самое делаем и для публичного. О, он все за меня делает, это хорошо. То есть файлик такой-то складываем открытый ключ и можем его даже, если кому-то интересно, здесь вывести. Кстати, да, вот TrimSpace это уже функции. Соответственно, если нам нужны какие-то функции, мы можем посмотреть Terraform Functions. Как всегда, запоминать ничего не нужно, я никогда не запоминаю. И по мере необходимости я уже хожу и смотрю, какие у них функции есть. Там работа с числами, со строками, коллекциями. Короче, очень-очень много всего. Дата и время, всякие с IP-сетями работа. Ну, в общем, язык позволяет делать, вот просто творить чудеса. Окей, вот мы создали наш SSH-ключи, и дальше мы, соответственно, знаем, где наш публичный ключ, мы можем с ним теперь работать. Что мы делаем? Мы сюда уже записываем не публичный ключ, а берем ресурс, local file, SSH, idrsa pub content. То есть мы обращаемся к нашему ресурсу, так как к какому мы обратились? Ну мы здесь к файлу обратились, норм. Либо второй вариант, вот мы можем прям взять наш ресурс TLS Private Key и у него взять ключ. Хорошо, мы создаем, соответственно, в DigitalOcean SSH ключ и его применяем на наш сервак. Давайте делать, пора бы уже. Так, Terraform apply. Required providers нужно отсюда убрать в общий. Так, сейчас я уберу вот это быстренько. Так, вот после того, как мы добавили провайдера, соответственно, нам нужно сделать init, насколько я помню. И дальше apply. Смотрим, что будет сделано. Создаем сервак новый, создаем ключ с именем main, public key узнаем после создания, локальный файл 1, локальный файл 2 и сгенерированный ключ. Окей, нас устраивает. Yes. Создаем, смотрим. Файлики наши создались. Ключ, можете посмотреть, если успеете запомнить, можете прямо на сервак зайти потом. Сервак создается. Пойдемте наблюдать за тем, как он создается. Угу. Так, вопросики. Вопросов пока нет. Круто и плохо. Могли бы что-нибудь задать. Так, хорошо, сервак создался, IP-шник знаем, публичный ключ знаем. Давайте проверим, что так, чмот 0400, SSH и RSA. И заходим на наш сервак. Так, IP-шник у нас вот.
Yes. Зацените, сервак создался и все работает. Так, идем дальше. Сервак мы создали. Что мы дальше можем сделать? Давайте развивать идею. Вообще, что нам нужно с серваком вместе? Первое — это сам сервер. Второе — нам нужны домены, которые будут с ним связаны. Третье, допустим, database нам нужен для всего этого дела. Четвертое — firewall, который будет все защищать, не знаю, какие-нибудь алерты, чек, сайт, что там можно проверять из app. Окей. То есть вот это пункт 1, допустим. Давайте фаерволами. Ну пусть будут домены. Итак, как мы можем сделать? Давайте представим, что у нас есть переменная, в которой мы говорим, какие домены связаны с этим серваком. Допустим, какие-то main hosts тип у него будет, это список строк. Идем в наш tfvars, отсюда pubkey убираем, он нам нафиг не нужен больше. И добавляем сюда main hosts. Какие хосты у нас будут? Это основной хост и www, то, что нам нужно. Так, берем ресурс. У DigitalOcean есть ресурс, называется он Records. Так, DigitalOcean Record. Сейчас мы его найдем. Лень печатать. Хост. Вот так вот. И здесь что мы указываем? Первым делом это домен. Я буду брать, у меня есть старенький домен, которым мы будем пользоваться сегодня. Это pbsrv. Кстати, может увеличить, чтобы было поприятнее смотреть. Вот у меня есть домен. В нем вообще надо удалить вот эту запись, чтобы она не мешала нам. Вот. И давайте смотреть. То есть здесь у хоста, так, это рекорд, это мы создаем DNS-записи у нашего хоста. То есть мы указываем домен, у которого это создаем. Домен у нас pbserv.com. Запись у нас тип A. Name у нас это типа а-ля www. И value у нас получается здесь. Берем наш droplet, DigitalOcean Droplet Web, IPv4 адрес. Вот. Можем... ну и давайте... ну и вторую запись сразу создадим. У нас же две должно быть. Собачка. Вот. Запускаем наш план. Кстати, есть команда план, которая просто показывает, что будет изменено. Так, что я здесь неправильно сделал? Две записи-то одинаковые. Я сделал... Это main хост, а это какой-нибудь www хост. Норм. Запускаем план, смотрим. Он нам показывает, что теперь он создаст две дополнительные, выполнит две дополнительные команды. Это создаст main хост и www хост. Ну и, соответственно, можем их запустить. Yes. Упс. Не знаю. Понятно. Я не то. Apply. И выполняем. Смотрим. У нас появились, я надеюсь, появились две новых записи. Вот. И они связаны с нашим серваком. www и основной домен. Уже выглядит полезным. Так. Как это можно автоматизировать? Мы можем создавать не так, как я сейчас делаю, а есть возможность у некоторых ресурсов использовать for each. То есть мы можем сказать, что возьми-ка все наши хосты из переменной. For each работает обычно не со списками, а там у него сет есть и еще что-то, не помню. И, короче, for each пройдись по ним и
в name поставь each value. Each value это будет ссылаться каждая итерация каждой записи, и у нее будет браться value. Там есть еще ключ. Да, давайте теперь сделаем еще раз apply и посмотрим, что произойдет. Он нам предлагает сейчас, значит, удалить запись основную и создать новую. Ну, просто он у нее название изменит. Поэтому он предлагает их пересоздать, но для нас это ничего страшного. Делаем. Окей. Смотрим. Все осталось на местах. Terraform state применил. Что будет? Я предвижу вопрос, что будет, если мы что-то удалим отсюда. Давайте удалим и посмотрим, что произойдет. Он нам говорит, что он удалит то, что мы удалили из кода, он удалит, соответственно, с DigitalOcean. Следующий момент это, допустим, давайте сделаем следующее. Давайте сначала добавим теги. DigitalOcean Tag. Есть такой ресурс. И у нас будет, допустим, веб. Нам нужен такой тег веб. Добавили. Дальше мы можем этот тег добавить к нашему серверу. И так, хостам теги добавить нельзя, но давайте сразу вот здесь вот создадим firewall. DigitalOcean есть DigitalOcean firewall. DigitalOcean web пусть будет. Он будет применяться у нас к тегам web. Name у него будет web. И, соответственно, правила я сейчас подтяну. Так, я их заранее подготовил, чтобы мы здесь не сидели. Вот как мы описываем правила. То есть у нас входящий только 22 порт, 80, 443, и вот это, по-моему, пинги будут проходить. И исходящие у нас, так, здесь, так, вот это мы убираем. Исходящие правила нам не нужны. Хорошо, применяем. Так, Terraform, apply. Смотрим, что произойдет. И что он нам говорит? Он добавляет в наш дроплет веб теги. Дальше он создает firewall и тег создает. Применяем. Так, вопросов я вижу пока что нет. Окей, правило применилось. Смотрим, и у нас есть теперь firewall. Так, где у нас firewall? Он обычно здесь. Создался firewall web, и к нему присобачился наш дроплет. Таким образом, мы можем описать всю нашу инфраструктуру нашего сервака, добавить к нему, допустим, ресурс, там, database, где-то у них здесь был. Так, окей. Простой пример мы посмотрели. Тут, наверное, сначала database кластер нужно создать, и только потом уже привязывать к нему базу данных. Ну, я сейчас для примера покажу, как это выглядит вообще. Так, давайте я лучше это вынесу в отдельный файлик db.tf. То есть мы создаем ресурс. Так, кластер баз данных 15 версии. Это Postgres, один CPU, одно ядро во Франкфурте. Теги прописываем и количество нод. Дальше мы можем создать ему пользователя, от которого мы будем заходить. И по идее мы можем так, db password. По идее мы можем взять теперь этого пользователя
и его паспорт узнать. Дальше мы можем создать необходимые базы данных. Допустим, Homestead, либо еще что-то. Так, интересно, а что можно посмотреть? DB Connection Host. Это можно отсюда убрать. И последний этап – это проверка нашего сайта, что он доступен. А для этих целей мы можем использовать ресурс Uptime Check, который будет... Так, что ему нужно? Здесь выдать название, нужно выдать. Дальше мы указываем... Давайте я сейчас этот скопирую. Я это уже просто сегодня проходил. То есть что мы можем сделать? Мы можем пройтись по нашим хостам, для каждого хоста получить из... Так, это у нас main host. Из рекордов для каждого хоста получить, то есть получается вот этот main host, это будет массив с ключами собачка, ну, с ключами, которые будут, где наш TF-vars, вот с таким и с таким ключом. Мы, соответственно, по этим ключам можем получить значение, имя нашего DNS-записи и ее полное имя. Это хост, ну, домен третьего уровня получится. И давайте запустим теперь все это дело. Ну вот тут получается, что сейчас посмотрим, что там произошло. Ну вот это, наверное, не прокатит output. То, что сгенерировалось. Вот этот output, тут, скорее всего, нужно указать sensitive, чтобы он не ругался. Сейчас посмотрим. Ну вот, он нам показывает, что сейчас он создаст кластер базы данных. Давайте сделаем. Пофиг, потратим баблишко. База данных. Дальше он создает пользователя. Вот пользователь, название базы данных. И дальше создает два аптайма. Первый для pbsrv.com, второй для www.pbsrv.com. И идем смотрим. Так, вот он создает нашу базу данных. Я чувствую надолго. В процессе, когда он выполняет какие-то операции, если мы попытаемся прервать наш процесс, бывает ситуация, когда мы ему state немножко рассинхрон делаем, то есть он может записать в state, что он как будто бы что-то сделал, а по факту он эту операцию не завершил, и будет проблема, что у нас самого кластера базы данных может не быть, а в стейте будет написано, что он есть. Или наоборот, что вот он его сейчас создаст, потому что сейчас процесс создания, и он в стейт может еще не записать, что база данных создана, мы прерываем, соответственно, вот это продолжает создаваться, а в стейт не записано. И он попытается еще раз создать база данных создана, и, короче, какие-то проблемы пошли. Поэтому лучше не прерывать. Пока он это делает, расскажу один момент, что вот этот TF-state, я его открывать не буду, там обычный JSON, его теоретически можно руками подправить, если вам прям уж очень захочется, но были пару раз, когда у меня state битом становился, или когда бывает ситуация, когда вот нужно когда мы редактируем какой-то дроплет, и его нужно пересоздать, это пересоздавать не хочешь, потому что у тебя внутри уже на диске есть данные, то изменения нужно какое-то внести, иногда прокатывает именно в стейте, но лучше этим не заниматься. Это прям вот нужно четко понимать, для чего ты это делаешь.
И еще момент, что когда мы запускаем процесс, у нас происходит блокировка на уровне файлов. И, соответственно, второй раз мы не можем параллельно запустить еще раз apply. Вот. И еще про стейты, что мы можем, так, когда мы создаем какой-то Terraform, вот указываем, здесь мы можем указать бэкэнд, где хранить стейт. Мы его, по умолчанию он хранится локально, но мы можем его хранить либо на S3, либо по какому-то HTTP хранить. То есть он будет обращаться на HTTP сервер, оттуда брать стейт и состояние локов. И туда же он его будет обновлять на этом бэкэнде, если его нужно обновить. В этом случае мы можем с Terraform работать в команде. а, Ну и, соответственно, мы что-то обновили, потом наш коллега с этим же бэкэндом соединился, получил текущее состояние, внес корректировки и, ну, опять состояние обновил. А, Хорошая новость, что это может быть S3. Для S3 нам не шибко много надо настраивать. Второе, это может быть, я обычно использую GitLab. У GitLab из коробки есть. Ну, SSH-ключ нельзя добавлять без дропа сервера, потому что у тебя DigitalOcean, он должен авторизоваться, по SSH зайти на сервак и туда в авторизованные ключи его подсунуть. Я думаю, вряд ли он может это сделать, поэтому а, это вот Никита написал, неясно, почему SSH-ключ нельзя добавлять без уничтожения сервака. Ну, потому что все-таки это такая процедура. А, Так, ладно. Про бэкэнд я сказал. А, GitLab self-hosted позволяет это делать. Мы этим пользуемся. Это прям мега крутая фича. Поэтому, если будете работать, и у вас есть GitLab, прям пользуйтесь. И я там храню и код, и state, в общем, все. Так, ладно, инфра создалась. Давайте посмотрим, все ли тут было создано. Надеюсь, все. Проверим. Да, Homestead создался. Homestead база данных создалась. Так, сервак у нас 1 CPU, 1 гигабайт. Ну, вроде все круто. Соответственно, вот мы по факту сделали, описали нашу инфру. И, соответственно, если ее немножко доработать, например, что мы можем сделать? Мы можем какие-то вещи в переменные вынести. Ну, давайте вот теперь сделаем такую вот штуку. Добавляем сюда третий домен, API какой-нибудь пусть будет. И применим опять наш план новый. И смотрим, что происходит. Он теперь знает, что нам нужно добавить один хост, еще API и uptime. Ну, проверять, что он работает. Либо наоборот, убираем www, смотрим наш сервак. Ну, вот он одну запись удаляет, uptime для него удаляет. Нам больше не нужно ходить, что-то искать, пытаться понять, где у нас как что работает. Ну и последнее, что вам больше всего понравится, на проде очень рекомендует Terraform Destroy. Запускаем. Мы, кстати, вот этой штукой пользуемся часто для того, чтобы у нас есть какая-то тестовая инфра, допустим, в которой много уязвимостей, чтобы там сканеры какие-нибудь проверять, которые уязвимости ищут. И вот мы так инфру разворачиваем, ее тестируем, там платим за это копейки, за час работы и уничтожаем. И так, когда нам нужно, по требованию все разворачиваем. Хорошо, что-то простое мы смогли сегодня сделать. Теперь давайте проверим. Все, у нас вся инфра удалилась, никаких баз данных. Все DNS-записи удалились. Так, Firewall. Firewall тоже удалился. Также мы можем и load balancer создавать. И, в общем,
прям вот под ключ все развернуть и забыть, как про страшный сон, ходить по разным там, разделам, вспоминать, создали мы Droplet, создали мы для него хосты или еще что-то. А так мы просто вот из одного места все делаем. Давайте еще здесь, м, то же самое с S3. Мы можем, всеми S3 бакетами управлять. Что мы можем, там делать? Давайте посмотрим. Сейчас я так. Например, так. Например, мы можем создать новый бакет. Давайте я щас здесь variables регион добавлю только. Так, вот. Ну и, соответственно, мы можем теперь ходить, везде региончики проставить, чтобы каждый раз везде их руками не указывать. Все. Мы создаем новый бакет, например, говорим, что у него права публичное чтение. Мы можем для него создать CNAME. Ну, то есть здесь мы... так, а как он мне называется, я уже не помню. А, как-то я его... Кстати, да, я забыл показать один момент, что а, про что такое дата. Так, где у нас тут рекорды? Давайте посмотрим. Есть вот дата, это когда нам нужно какие-то данные прочитать с сервера. То есть мы, допустим, говорим, что мы хотим знать данные для домена pbserv.com. Мы говорим data, DigitalOcean домен, pb, тут имя свое даем и какого домена. Теперь мы можем сделать домен. Так, пишем дата. То, что на чтение начинается с даты, дальше идет DigitalOcean. И вот здесь вот мы можем получить что-то от него. Ну ладно, пусть будет так. Соответственно, когда мы создаем рекорд, мы можем вот здесь уже обращаться не, не писать домен руками, а писать вот так вот. pbserv name. Ну и в этом случае у нас вообще как можно меньше ручной работы, как можно больше. Да, конечно, мы сейчас к этому подойдем еще. Я хотел показать, а, если вы посмотрите, тут можно AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Hetzner. а, И причем самое интересное, что а, да, там я советую, если вы чем-то еще пользуетесь, тут просто такой список провайдеров, которые не ожидаешь здесь увидеть. Мы еще чуть попозже к ним вернемся. Я покажу очень интересные примеры того, что можно делать. И, ну, и я когда о таком узнал, я понял, что это просто какой-то взрыв мозга. Ладно, давайте сейчас я вот здесь создам директорию. Это будет у нас Droplet. Так, ладно. Так, чик, убираем. Все. Приступаем к следующему. Давайте K8S. Нет, это бесплатно. Если локально, у них есть... Так, это спрашивают, Влад, платно или не платно. У них есть свое облако, где можно прям у них стейты хранить и прям от них запускать свою инфру. Ну, обычно мне консоли хватает, и я даже не парюсь. Платить здесь ни за что не нужно. Обычно вот эти провайдеры предоставляют сами сервисы. Тот же DigitalOcean свой провайдер пишет, Kubernetes свой провайдер пишет. И какой смысл за это платить, если люди делают удобно для разработчиков, для девопсов, чтобы они, наоборот, пользовались услугами тех или иных облаков, которые им все это предоставляют. В том числе вот
Hetzner — это одни из тех, кто предоставляет самые дешевые серваки и дают Terraform возможность через Terraform вообще всем управлять. Это просто, а, кстати, для тех, кто пользуется Яндексом, Яндекс.Клауд здесь тоже есть. Мы тоже, для них используем. Всей инфрой управляем также в Яндексе с помощью Terraform. У них тут прям вот есть вопрос, если не юзаешь облака, а свои серваки, на которых кубер настроен. Да, тоже можно это делать. А, В нашем проекте, в котором сейчас я настраивал Kubernetes на Terraform, а, ну, я сейчас чуть попозже покажу, мы сейчас начнем что-нибудь писать, чтобы уж прям в разговоры не, не уходить, исключительно разговоры, давайте что-нибудь писать и параллельно обсуждать. А Следующий пример. Вот здесь я уже провайдеров вынес в отдельный файлик. Вот какие здесь провайдеры будут использоваться. DigitalOcean, Kubernetes, Helm, TLS, ну и провайдер DigitalOcean. Смотрите, управление кластером Kubernetes — это не относится к провайдеру. Это больше уже относится к Kubernetes. Ну, я имею в виду провайдеру, к облаку. Облако нам предоставляет только кластер и дает для него конфиг для подключения в этот кластер. А дальше уже идет в дело провайдер Kubernetes, который подключается внутрь этого кластера, и там дальше мы уже управляем именно кластером Kubernetes. И, соответственно, облако здесь уже ни при чем. И в этом случае получается ситуация, где мы облако, ну, то есть мы где угодно создаем наш кластер, а дальше просто к нему с помощью ключей подключаемся, и уже неважно кто. Я на локальном докере тоже спокойно кластер Kubernetes, а, ну, все управление настраивал им. То есть, ну, мы сейчас посмотрим на DigitalOcean, а это в целом можно будет применять где угодно. Давайте начнем. Опять я планировал на полчаса стрим. И пошло-поехало. Ладно, первым делом мы создаем ресурс веб. Ну, а дальше мы создаем DigitalOcean. Так, ладно. Вон Ocean слитно пишется. Kubernetes. Только здесь не node pool, а кластер. Пусть будет веб. Так, давайте смотреть, что нужно для создания кластера. Нужно имя, нужен регион. Давайте сразу... так, сейчас я здесь создам. Кстати, я не сказал, но PHP Storm и вообще JetBrains предоставляют для Terraform плагин, который дает нам подсветку, автокомплит, вообще все, что только можно. Поэтому прям работать одно удовольствие с ним. Ну, и вы видите, что еще и Copilot хорошо с ним работает. Так, тег добавили. Дальше говорим, какой node pool нам нужен. Пусть будет это какой-нибудь static pool. Size у него будет две ноды. Автоскейл мы отключаем. И теги делаем такие же, как у основного. И идем запускать. Еще никогда не запускал такое. Создаем кластер Kubernetes. Первым делом init, как всегда. Кластер мы будем побыстрее делать. Я буду больше уже копипастой заниматься, но основной смысл будет понятно. Так, ну и все, apply. Смотрим, сейчас он нам создаем кластер, бла-бла-бла, тра-ла-ла. Поехали.
Так, а что? А, версия неверная. Знать бы, какая тут версия должна стоять. Давайте ее возьмем прямо отсюда. Я не помню, какой здесь. Так, ага, у них уже 1.31, 1 ДО, господи. 31, 1 ДО 4, что ли? Так. Droplet size. Droplet size мы как будто бы не указали. Здесь все понятно. Not count, а здесь droplet size. Пусть будет 1 CPU, 2 гига, 2, 4. Вот так вот сделаем. 2 ядра, 4 гига. Ему, наверное, будет мало. Впритык, да пофиг. Так, ну что, вопросики-то будут какие-нибудь, пока кластер у нас создается? Давайте хоть раз в жизни кто-то увидит, как выглядит кластер Kubernetes в DigitalOcean. Ну вот, так он выглядит. То есть мы видим здесь, сейчас я отключу, во-первых, Dark Reader. Сразу видно, вот создается наш пул с 2 нодами. Инсайты пока что не работают. Здесь мы можем всегда увидеть CPU, все дела, settings. Когда он создастся, у нас будет... Так, у нас 4 ядра, 8 гигов. Сколько я за это плачу, хоть денег-то? Я за это сегодня заплачу. Я потерял уже все деньги. 48 баксов. Нормально. Ладно, пока он создается, давайте описывать дальше. Соответственно, когда кластер создался, мы можем использовать провайдер Kubernetes, с помощью которого мы подключаемся к кластеру. Для этого нам не надо ничего руками писать. Вот у нас есть уже endpoint, в хост указываем. Дальше токен, мы его тоже знаем, он в kubectl хранится. Сертификат у нас тоже есть. То же самое с Helm. То есть мы можем все такие же настройки. Так, что там дальше создается еще? Ладно. Дальше мы можем указать, что нам нужен какой-то namespace внутри кластера, дефолтный, плюс, допустим, еще инфраструктурный. Хотя, ладно, пусть будет все дефолтным. Так, уже почти поднялся. Отлично. Конфиг еще нельзя скачать. Сегодня кто-то увидит, даже внутри кластера побывает. Кстати, кто чем пользуется для управления кубернетисом? Уже все, наверное, кубернетисом управляют. Ладно, давайте пока следующий момент еще посмотрим. Модули. Смотрите, мы не можем весь код складывать в одной директории. Техлидом. Это мной, что ли? Мы можем раскладывать код по папочкам, но в этом есть, ну, как бы каждая новая папка — это считается модуль. То есть если мы здесь создаем папку кластер, например, вот кластер, и в ней создаем файлик main.terraform, соответственно, вот это уже выходит за рамки нашей директории основной, и Terraform, когда будет выполнять все, что внутри нее, он уже не будет видеть. И из этого файлика мы уже не видим те переменные, которые на уровень выше.
Вот. И считаем, что все, что внутри этой папки, у нее свои переменные. Ну, давайте здесь, допустим, сейчас добавлю какой-нибудь а, namespace, variable namespace, type string. Хорошо. Вот у нас есть а, папочка. Как мы с ней работаем? Мы пишем слово модуль, здесь пишем название нашего модуля и путь, где он находится. Source у нас папка кластер. Все. Вот мы к этому модулю обратились. Он нас подсвечивает, что есть ошибки, и говорит, что пропущена переменная namespace, потому что мы ее здесь определили, дефолтов у нее нет. Все, что без дефолтов, мы должны передавать явно. Соответственно, когда мы а, модуль этот вызываем, мы сюда можем передать, что default metadata zero name. Вот namespace мы берем вот этот. Так, кластер еще создается, уже 5 минут. Ну он уже вот создался. Сейчас, соответственно, наш скриптик перестанет. Блин. Ну, еще провиженинг идет. Мы сейчас еще подождем чуть-чуть. А, Ну и, соответственно, когда мы в модуле что-то пишем, а, это уже считается как отдельный скоп. Я обычно разделяю по модулям то, что можно либо между разными проектами использовать, либо то, что должно прям вот а, ну, по зонам ответственности. Например, верхний уровень отвечает за создание кластера, за подключение к кластеру, а все, что внутри модуля, например, создание namespace, это уже является частью кластера. Поэтому мы можем это либо сюда вынести, либо оставить за скобками как настройку кластера, а уже все, что внутри а, модуля, мы уже считаем, что namespace все есть, и только занимаемся уже настройкой наших подов. Ну, давайте вынесем сюда, и я здесь покажу, еще расскажу как раз про локальные переменные. Есть, как правильно сказать, ну, короче, мы можем также определять локальные переменные, которые ну, то есть у них просто всегда уже какое-то значение есть, либо статичное, либо вычисляемое. То есть мы можем сказать, что Kubernetes default metadata name в locals name ну, сохраняем. И, соответственно, когда мы здесь что-то уже начинаем использовать, какой-нибудь там манифест создаем, в имя, ну, допустим, ладно, сейчас, конечно, когда мы указываем namespace, мы уже можем сказать, что бери local name. Ну здесь надо указать namespace, конечно же. Так, что мы здесь будем запускать в нашем кластере? Запускать мы будем, как обычно, багрегатор. Сейчас вот у меня конфиг скачается. Я его себе сохраню в папочку. О, все. Кто-то увидел ключи и сейчас подключится. Со мной вместе будет управлять кластером. Давайте проверим, что наш кластер работает. Кто не знает, это K9S. Вот. Так, кластер Deofra Web. Поды у нас тут есть, что-то крутится. Все есть. Количество нод у нас 2. На каждой по 8 подов поднято. По нагрузке, кстати, нагрузку еще не видно. CPU и память NA по нулям. Ну вот, в кластере мы уже находимся. Давайте теперь здесь что-нибудь запустим. Здесь депендинги нам не нужны, мы и так находимся внутри. Багрегатор. Как мы запускаем багрегатор? Мы сначала, самый простой вариант,
сделаем, как будто бы... Ну, ладно, давайте модулем. Сразу модуль сделаю, чтобы не мучить ни себя, ни вас. Обычно, если мы говорим про Kubernetes, то я все делю на несколько файликов. Первое — это deployment. Давайте я его сразу скопирую, и мы на него посмотрим. Name у него будет агрегатор, namespace у него будет default, пусть лейблы нахрен не нужны, одна реплика, хотя, ладно, лейбл пусть будет агрегатор, здесь тоже агрегатор, например. Если кто не знает, как создаются в Kubernetes поды, то все происходит, все делится на deployment. Кстати, может, кто-то смотрел с подлодки, там все это вроде показывали, как кластер Kubernetes поднять и какие компоненты в нем есть. Советую посмотреть, кто не смотрел никогда. Очень интересно. Так, это нам не нужно. Это нам не нужно. Хорошо, деплоймент есть. Дальше идет ingress. Это уже часть, то, что проксирует веб его. Так, дефолт. Сертификаты, хрен бы с ними. Это хрен бы с ними все. Это я выдернул из своего проекта основного. Поэтому здесь я достаточно быстро все делаю. Но обычно... farttime.com, зашибись. Обычно вот здесь все прокидывается вот исключительно... Так, сервис... Сейчас, значит, сервис в первую очередь должен быть здесь. Так, здесь агрегатор, здесь дефолт. Это прокидывается. Теперь смотрим. Ingress здесь появилось, TLS хрен бы с ним. Без него обойдемся. Deployment. Вроде ничего не забыто. Угу. Дальше, помимо... еще нам нужен Ingress обязательно. Те, кто не знает, Ingress — это то, что выдает нам балансировщик. Так, ну давайте вот в таком виде попробую запустить. Init делаем, когда модули добавляем обязательно. Без них никуда. Так, namespace, бла-бла-бла. Это я что-то где-то... Так, кластер. Вот это уберу. Так, 41. Это вот здесь вот. Это он нам ругается, что мы переменные пытаемся просунуть, которых не существует. Что он нам сделает? Он нам создаст ingress. Давайте посмотрим. Вообще, вот мы кластер создали, а теперь, если мы зайдем в network этого кластера и посмотрим балансировщики, мы видим, что у нас нет ни одного балансировщика. Это значит, что наш кластер не умеет прокидывать поды наружу. Поэтому нам всегда нужно создать балансировщик для него. И вот мы здесь namespace делаем. Сейчас посмотрим, что будет. Надеюсь... ну namespace default нам не нужно, значит, создавать. Это я зря. Default всегда есть. Значит, здесь мы default руками прописываем. Так, почитаем, что тут пишут. Ничего не пишут. Но я надеюсь, хотя бы интересно это смотреть. Потому что...
такое не каждый день потренируешь. И Ingress, у меня тут namespace инфра, надо дефолт тоже использовать. Будем использовать local namespace. Кстати, что интересно в Terraform, это то, что мы можем какие-то вещи определять, допустим, вот локальные переменные определили до их использования. А по факту, когда Terraform начинает выполнять программу, он все вот эти вот а, вещи, он их сортирует. Ну, то есть, если одно от другого зависит, вот, например, а, ресурс зависит от локальной переменной, то он их отсортирует, что вот сначала вот это выполнится, потом вот это. Так, смотрим, Kubernetes пошел создавать что-то. Вот он создает нам новый load balancer, и который он свяжет с нашим кластером Kubernetes. И, соответственно, когда пока он создает, давайте здесь создадим модуль, агрегатор. Source у нас будет агрегатор. Так, namespace, конечно, можно сюда прокинуть. Здесь сделать variables.tf. Добавляем сюда variable namespace, type string и, соответственно, везде, где default, так вот, default, мы меняем на var namespace. Чик, чик. Все, поменяли. Модуль есть. Балансировщик создался почти. Вот видно, что он связан сразу с нашими дроплетами из нод из пула Kubernetes. И сейчас мы им начнем управлять. Ну что, выглядит вроде просто. Или кому-то кажется, что это что-то сложное мы делаем. Делитесь своими ощущениями. Да, вот эти все создания, конечно. Все, отлично. Айпишник нам выдали. О, какой интересный, 0938. Круто, такого у меня еще не было. Так, ждем, пока он здесь все это доделает. Можем, пока он делает, знать бы, какой у меня тут part-time tf k8s. Посмотрим Cube, чтобы не скучать. Ладно, он уже все сделал. Тогда здесь Cube посмотрим. Так, Ingress. Ну-ка. Наверное, это не Ingress, кстати, он до сих пор, я забыл, как это называется, контроллер, блин. Наверное, Ingress класс. Да, вот он показывает, что у нас есть Nginx, а у него особо-то смотреть и нечего. Тогда идем пока в деплой. В дефолтный. Ну вот у нас Ingress контроллер появился. Что он нам показывает? Наш IP-шник какой-то. Ну ладно, пока этого достаточно нам. Давайте теперь снова сделаем Terraform init, потому что мы бы агрегатор добавили, и сейчас его там запустим. Интересно, заработает у меня? Я к агрегатору не готовился. Так, вот он нам говорит, что он нам создает деплоймент для агрегатора.
Дальше создает ингресс для него, сервис. Ну, короче, все в таком духе. Yes. Ой. Так, это у нас K8S. Будем лучше в отдельном окошке следить. Так, сейчас посмотрим. Ну вот, видим, что у нас сейчас... Так, это дефолт 1. Вот у нас создается сейчас агрегатор. У него происходит... он вот уже даже запустился. Можем посмотреть. Видно, что сервак запущен. Внутренний IP-шник есть. Ингресс. Можно теперь для него посмотреть. Вот у него появился ингресс. Мы видим, что он связан в агрегатор pbserv.com. Связан с этим портом и IP-шником, но, скорее всего, мы к нему пока что не сможем подключиться. Можно посмотреть здесь на ингрессе, что будет теперь, если у него что-то. Так, хрен его знает, что тут можно посмотреть. Давайте попробуем теперь добавить домен. Как мы это делаем? Как нам это сделать? Сейчас попробуем. Так, первым делом нам нужно получить балансировщик наш. То есть мы у него namespace default должен быть. Так, здесь у меня кластер norm. Это я из другого проекта выдрал. То есть вообще получить IP-шник ингресса балансировщика из Kubernetes достаточно такая нетривиальная задача, поэтому приходится все это выдирать из разных мест. Ну, можем посмотреть сейчас, будет ли правильно здесь IP-шник его. На всякий случай проверю, потому что, кстати, чем больше у вас будет всяких сервисов, всего остального, это ID-шник его, а нам нужен... ну вот, то есть мы теперь знаем ID-шник балансировщика в DigitalOcean. Теперь мы к нему можем обратиться в DigitalOcean по ID-шнику и получить, и создать теперь ресурс. Ресурс мы создаем в агрегатор pbserv. Так, здесь у нас домен будет руками, пока пропишем, pbserv.com, балансировщик, вот так. Ну и пробуем запустить. Да, мало, конечно, людей пишет комментариев. Ага. И смотрим так. Кстати, у него 209, а не 0,9. Оказывается, он там обрезал. Ну, вроде IP-шник выглядит правильно. Добавляем IP-шник. Все готово. И теперь проверим, будет ли это работать. Заходим в наш домен pbserv и видим, что IP-шник появился, связанный с хостом, и агрегатор нифига заработал. На каком это порту, интересно, заработал? HTTP на 80-й порт он его, значит, замапил. Зацените, я даже не думал, что смогу так... Кстати, у меня есть подозрение. Давайте посмотрим, если мы его... Я даже не верю, что это он работает. Ну, чтобы проверить, самый простой вариант — это взять и реплики в ноль выставить. Сейчас он уничтожит. И мы попробуем зайти. Да, это он. И что самое интересное, теперь, когда мы какие-то в инфраструктуре вещи делаем, то есть, смотрите, мы сейчас реплики убрали в ноль, и
применяем наш план опять. Я поуже сделаю там. План применяем, и он нам говорит, что у нас изменилась инфра. Во-первых, я не знаю, что... он опять балансировщик пытается данные с него получить. И говорит, что у тебя количество реплик изменилось. Давай-ка я тебе их подниму до того уровня, который был указан изначально. Если мы теперь зайдем в наш деплоймент и здесь поставим 5 реплик, то мы как бы больше никогда в Kubernetes ничего не изменяем напрямую, а всегда меняем исключительно в нашем Terraform. И таким образом то есть у нас вся инфра, она описана здесь. Мы таким образом описали около 30 сервисов, и в Terraform, в Kubernetes мы, в принципе, уже руками ничего не трогаем. Если нам нужно разнести по разным namespace, мы это делаем. Ладно, что еще? Давайте с модулями сейчас доделаем кое-что. И так, output.tf. Что еще нам позволяет делать аутпуты? Сервис хост. Мы можем создать какой-то output, в который будем возвращать значение. Вот смотрите, у нас есть сервис, в котором имя у сервиса агрегатор. Мы, соответственно, вот сюда его можем вынести в output. И в основном нашем main файлике нашего кластера мы теперь можем, допустим, сделать так. Сейчас я locals куда-нибудь перенесу. Агрегатор. Ну, даже не так лучше. Мы сделаем host, output какой-нибудь здесь var damper host. И здесь пишем агрегатор. Какой у нас тут получается? Var damper 9912. Все. Вот мы настроили. Здесь можем даже написать вот так вот var namespace. Если кто не знает, то внутри Kubernetes если у них разные namespace, мы сначала указываем название сервиса, который с подом связан, дальше точка и namespace, в котором он находится. Таким образом, мы между namespace можем обращаться к тем или иным сервисам. Ну и все. И теперь в основном кластере мы можем написать, что vardamp host модуль агрегатор vardamper host. Ну и, соответственно, если у нас здесь появляется какой-нибудь, мы создали наш PHP-сервис какой-нибудь, не знаю, и в этом сервисе мы хотим вардампы, чтобы куда-то сыпались, мы можем сказать, вот тебе хост вардампера, ну, наверное, проще вот так вот делать сразу. Вот сюда шли вардампы. А в агрегаторе можем сказать, вот у тебя HTTP хост, агрегатор, ну и таким образом мы можем делать небольшой рефакторинг. Кстати, у variables можно указывать еще валидацию, например, что там, допустим, HTTP хост, наверное, здесь больше вот так вот. Ну, что там можно только указывать, хотя здесь еще нужны domain name, что-нибудь такое. Ну, вот, мы, допустим, можем валидировать какие-то значения входящие, чтобы они были у нас. Так, и здесь мы пишем HTTP хост. Ну и все, вот мы, когда какой-то модуль создаем, мы можем извне передавать его хост, а он ничего не будет знать. Соответственно, мы этот модуль уже можем переиспользовать в разных проектах, просто снаружи подключать. Ну, есть еще Helm чарты, ими многие пользуются, потому что, допустим, они уже настроены полностью, и все, что нам остается сделать, просто вот брать и втыкать себе
какой-нибудь Helm чарт и его использовать. Всякие там базы данных, кавки, все такое. Ну, в общем, все в этом духе. Ну, дальше уже я не буду показывать по кубернетису, потому что там можно бесконечно это развивать, и неизвестно, где этому должен быть конец. Поэтому здесь мы делаем destroy. Интересно, уничтожит он все в правильном порядке. Я уверен, он сейчас упадет. Да, он балансировщик. а, Тут надо какие-то вещи будет удалять, как будто бы. Так, что можно удалить? Вот этот LB, это и это. Попробуем еще раз. Ну, тут вот так вот сделаем еще. Короче, из-за того, что балансировщик мы хитрожопым способом получаем, он уничтожается не совсем корректно. И что я еще хотел сказать? И получается, смотрите, теперь, когда мы описали все, вот папка кластер, у нее свой набор переменных. И мы ее можем, например, локальный кластер в докере поднимаем в локальном на винде. И вот здесь вот заходим, настраиваем подключение к Helm и Kubernetes в зависимости от виндового кластера. Причем так, здесь вот можно прям докер взять, вбить. И, наверное, где-то должен быть провайдер прям докер. Или я забыл там Terraform, Docker, Kubernetes. Что где-то прям есть нормальный пример, как подключиться к виндовому докеру. Вот, допустим, здесь показано, как это сделать. Мы, соответственно, здесь ну, подключаемся и все, вот эту папочку берем, копируем к подключенному докеру и получаем прям идентичную инфру той, что мы на продакшене себе разворачиваем. Так, все уничтожено. Дайте я проверю, я не верю. Здесь уничтожилось все. Ну и напоследок, для чего еще можно применять Terraform? Это для тех, кто не хочет пользоваться облаками, но хочет пользоваться Terraform. Да, убить БД на проде — это прям за милую душу. Я постоянно этим балуюсь. Итак, что мы еще можем сделать? Давайте представим. Сейчас я создам новую папочку. Назовем ее как-нибудь Secret Project. И добавляем в нее main.terraform. Добавляем новый провайдер. Integrations GitHub. Ключик я уже себе импортировал. Можем зайти опять-таки в наш Terraform Registry и посмотреть документацию по GitHub провайдеру. Тут, если посмотреть, что мы можем делать? Мы можем создавать репозитории, управлять их лейблами, например, управлять вот GitHub Issue Labels. Позволяет нам добавлять лейблы с цветами совсем, настраивать наши организации, управлять membership в наших организациях. Ну, короче, вообще можно сделать, получается, полностью создать с помощью Terraform организацию на GitHub, заполнить, создать все необходимые лейблы по какому-нибудь своему пресету. Ну, давайте что-нибудь посмотрим. Я вот баловался сегодня, я не стал ничего создавать. Допустим, мы можем получить все репозитории
ну, из нашей организации PHP Fart получить конкретный репозиторий, можем их вот вывести. Так, лишняя скобка. И не делаем. А для этого нужно получить GitHub токен у себя, выпустить новый. И они предлагают несколько вариантов, как использовать. Либо мы явно, где это они говорят, я уже потерял. Вот, либо мы явно токен указываем, в переменную передаем, либо второй вариант, в переменную его экспортируем, GitHub токен, и уже можем им пользоваться. Так, apply делаем, смотрим, что будет. Вот мои два аутпута, вот их содержимое, то есть содержимое конкретного репозитория TFStream. Ну, мы, соответственно, чтобы создать репозиторий, все, что нам нужно, ресурс, так, GitHub, репозиторий, тест, мой любимый репозиторий, PHP Fart, делаем тест. Что тут? И можем вообще много всего allow, всякие настроечки сделать при создании. Автоинит какой-нибудь true. Тут можно вот в ресурс заходим. Так, где у нас тут? GitHub репозиторий. И смотрим. Example, usage. Включаем какие-нибудь pages. Можем убрать private, включить pages. Кстати, они уже... Ну и дальше идут вообще референс на все, что можно передавать. Что обязательно, что не обязательно. Homepage, private visibility. Ну, кстати, вот они на вот эту штуку изменили, что нужно указывать visibility теперь. Public имеет вики. Ну, ну и, соответственно, если нам нужно создать 20 репозиториев одинаковых по шаблону, можем сказать, создать переменную репозитория с какой-нибудь. И дальше type list, default, указываем secret project и тест. Давайте создадим. Не зря же мы здесь сегодня собрались. И здесь each. Сейчас Алексей пойдет сразу их удалять, чтобы я никогда это не делал. Даже интересно, что будет. Так, наверное, нужно вот здесь вот owner указать бустер, TF PHP Fart, и в нем уже указать. Сейчас посмотрим, где он будет создавать. Так, что он нам сделает? Первым делом он создает репозиторий тест. Secret Project первый будет. Организация какая интересна? Наверное, PHP Fart. Ну, сейчас узнаем. Давайте применим yes. Даже так. Даже не представляю, где он их создаст. Надеюсь, что в фарте. Как туда попасть? Вот сюда. Ну да, вот он два репозитория Secret Project и тест создал. Дальше мы можем, например, что мы можем сделать? Коллабораторов добавить, deploy keys, файлы, кстати, можем прям коммитить, pull реквесты создавать. Что это такое? Позволяет создавать и управлять pull реквестами. Ну, короче, вы поняли идею, что можно полностью управлять своим GitHub, кстати, GitLab в том числе.
Да, все верно, Даниил. Избавляет от ручной настройки через GitHub, описав в коде дефолтные настройки для всего. И потом поменял цвет в переменной, а оно везде при apply изменит, где использовалось. Да, все именно так. В GitLab это тоже работает. Я прям буквально недавно сидел себе 20 репозиториев настраивал, и мне так хотелось, чтобы они выглядели все одинаково, поэтому я сходил, нашел провайдер для GitLab и с помощью него все настроил. Кстати, может, у меня где-то есть, сейчас я посмотрю, есть там что-то у меня такое, что нельзя показывать. Так, да, наверное, сложно будет. Так, сейчас посмотрим. Кстати, да, еще один момент забыл сказать, что иногда бывает ситуация, что мы хотим управлять уже существующими репозиториями. То есть вот этот момент, сейчас я так, Terraform destroy сделаю, пусть он удалит GitHub аккаунт. Сейчас мы рассмотрим один момент, он очень важный. Если его не знаешь, то сложно будет понять, что такое вообще можно делать. Так, все, вот он удаляет репозитории. До свидания, организация part-time. Ага. Ну, короче, их только Алексей теперь может удалить. Я наверное, не указывал это. Да. Ну, тут, в общем, нужны права. А, Какие моменты еще нужно обратить внимание? Представьте себе ситуацию, что у вас есть ресурс. Сейчас мы тут все лишненькое почистим, чтобы не мешалось. Вот, есть ресурс, который называется, к примеру, TF-Stream. Ну, вернее, уже на существующий репозиторий. Мы ему пишем TF-Stream. И что будет в этом случае? Давайте запустим. Сейчас я TF-State у него удалю, чтобы он нам не мешался. Вот, что он говорит. Он нам говорит, что давай-ка я тебе репозиторий создам. Но у нас репозиторий уже есть. В этом случае мы можем делать импорты. Обычно можно это делать в этом файле. Я обычно создаю файлик import.tf и берем директиву import и говорим, что наш, я вот правда не знаю, как здесь, давайте попробуем вот так вот. Вот такой-то айдишник в наш GitHub репозиторий tf-stream. То есть без всяких идентификаторов, без всего. И смотрим, что будет. Вот он сейчас попробует его импортировать и пишет, что несуществующий объект, а здесь нужен его идентификатор. То есть мы можем в первую очередь взять, допустим, посмотреть, ну, либо output сделать, вот так вот. Посмотреть на output, смотрим и видим, что у нас он, наверное, идет третий по списку, по счету, вот его айдишник. Будем считать, что так. Это все нафиг удаляем и теперь импортируем. Такого идентификатора он не нашел. Как будто бы там как-то по-другому, что ли, хрен его знает. Сейчас я еще раз посмотрю. Может, здесь не нужен в виде строки, но вряд ли. Ну, в общем, чтобы его импортировать,
Сейчас я посмотрю, может, у них написано вообще про импорт. Ну-ка, а вот здесь нет про импорт? Не-а. Я не в корне. Так, documentation, импорт, они не пишут. Use cases. Ну, короче, его как-то импортировать можно. Надо почитать, как это сделать. Можно зайти GitHub, импорт. Ну и почитать, как обычно. Хрен его знает. Ну-ка. Ладно. Пойду вопросы посмотрю, есть ли у кого-то вопросы. И на этом, наверное, все. Давайте, если есть вопросы, задавайте. Я быстренько на них отвечу и будем закругляться. Мы уложились почти в 2 часа. Пока будете задавать вопросы, я буду удалять репозитории, пока Алексей не увидел и не наругался на меня за это. Да, тикет-букинг скоро починить бы. Времени бы вот на стрим времени не находится. Может, его, кстати, в онлайне починю. Проведу какой-нибудь стрим, где починю тикет-букинг. Интересная идея. А так, я, наверное, весь этот код выложу, как обычно, у нас на форттайме, вот в TF-стрим, репозиторий. На что обращать внимание с точки зрения безопасности? Ну, стейт лучше не ломать. Хранить его лучше где-то удаленно, потому что если локально хранить, то сложно, ну, то есть командная работа вообще невозможна. Еще обратить внимание, что TF-State лучше никому не давать, потому что в нем будут все секреты лежать, там подключение к облаку, все конфиги, все-все-все. То есть это такая штука, которая очень чувствительна к информации. Ну, в остальном мы храним в приватных репозиториях все env переменные. Оказалось, что хранить, ну, их можно, наверное, в Волте хранить, хэшкорпа. Хэшкорп, да. Но оказалось, что приватный репозиторий это то же самое, что у себя на компьютере хранить и кому-то в чатах передавать секреты или еще что-то, потому что они всегда нужны и от них не избавишься. Вот. И если стейт хранить в приватном репозитории стейтов, то, ну, по сути, и приватный репозиторий, где будут все секреты, ну, не шибко отличается. А в остальном всегда делать план. Никогда не делать автоаплай. Потому что мы, когда что-то выполняем, у нас apply, он всегда спрашивает разрешение. Можно ли продолжить. Никогда лучше не делать вот этот auto-approve. Я сейчас покажу. По-моему, так опция называется. Всегда по 10 раз лучше посмотреть, что будет удалено, что будет создано. Я недавно в кластере менял размеры дисков, волюмы, через, ну, смонтированные диски на поды. И не обратил внимания, что они тоже удалятся безвозвратно, а не просто ресайз произойдет. И у меня, ну, это правда dev облако, и там все просто диски поудалялись и чистые создались. То же самое было и на базе данных, которые, ну, в dev облаке у нас база данных тоже в виде пода, потому
потому что, ну, там не нужны никакие, нет требований к базе данных, и мы не паримся. И вот на ней тоже, да, Игорь, база почистилась именно по этой причине. А так хочу, ну, напоследок могу сказать, что есть Hetzner. А, Для тех, кто вообще любит Kubernetes, например, использовать, и кто видел цены в DigitalOcean на, на все это дело, особенно сейчас я покажу. Я, кстати, сюда об агрегатор собирался переносить, что, например, если взять DigitalOcean и Hetzner, ну это так для справки, у нас есть еще 15 минут, как раз поболтать, обсудить, что какие-то цены. Смотрите, например, если мы создаем кластер Kubernetes в DigitalOcean, берем здесь, так, Shared CPU, какие-нибудь 8 гиго, так, ну тут совсем слабенькие, давайте премиум. Допустим, вот мы, что происходит? Я не понимаю, почему такие дешевые. А где все остальные крутые ноды? Может, сломалось из-за того, что я размер экрана. Ну ладно, пусть будут дедики. У меня, наверное, по деньгам здесь лимит стоит какой-нибудь, и он не разрешает создавать. Не, там просто э, тут нет за 500 баксов серваков. Ну, давайте вот, допустим, 4 ядра, 8 гигов оперативки стоит в DigitalOcean 48 баксов. Это еще шарит. Идем в Hetzner, создаем сервак. Тоже вот шарт выбираем. 4 гига, 4 ядра, 8 гигов, 13 евро вместо 48 баксов. Мы за эти деньги можем взять себе 2 по 8 ядер и 16 гигов вместо одного. Ну, короче, в 4 раза мощнее сервак у нас будет, нежели в DigitalOcean. Но проблема Hetzner в том, что у него нет управления кластером Kubernetes. Есть все для того, чтобы это делать, но самого кластера нет. Поэтому все, кто знают, Terraform, Kubernetes. У Hetzner, во-первых, у них где-то есть страница, где они выкладывают все для инфры в Hetzner. Ну, у них прям, по-моему, это либо здесь, либо я где-то у Hetzner, что ли, видел. Hetzner Cloud, да. У них есть Awesome Edge Cloud, где они выкладывают вообще ну, разные тулзы, в том числе про Kubernetes в Hetzner. И у них вот здесь как раз-таки есть вот этот Terraform, Kubernetes, ну, в общем, под ключ кластер Kubernetes с помощью Terraform создания. Он создает все, ингрессы, ну, лод-балансеры, диски монтирует, все, что нужно, ну, про волюмы я говорю. Все, что только можно сделать, он все это настраивает, и мы, получается, в Hetzner получаем кластер, который по цене стоит во много раз, ну, обычно в 3 или в 4 раза дешевле получается. Вот если всю инфру вместе собрать с дисками, с балансировщиками, а, в остальном он практически идентичен. Вот, мы поэтому сейчас, например, dev-окружение полностью переводим в Hetzner и ни капельки об этом, ну, то есть пока никаких прецедентов не было. Причем у них дедики можно взять дешевле,
Ну, то есть вот 4 ядра 16 гигов стоит, таких вот 2 можно взять, нежели один шарот у DigitalOcean. Ну, в этом прям большая разница. Поэтому, когда будете кластер поднимать, подумайте об этом. Здесь мы можем также настроить все бэкапы, они добавят там 20% к стоимости и сделать, например, снапшот одной ноды и просто в случае чего их прямо из снапшота восстанавливать, и вообще проблем никаких не будет. Ну, а так, управление практически все то же самое, что в DigitalOcean. Я имею в виду всем облаком, создание проектов, создание в нем серваков, балансировщиков. У них сейчас еще появится S3 свой, и вообще можно забыть про многие облака. Ну вот, это все, что хотел сказать. Так, ну что, тогда будем закругляться, наверное. Всем спасибо. Вроде неплохо посидели, все такие общительные. Не забудьте поставить лайк, как всегда. Да, если что, задавайте вопросы уже в чате, в общем. Все, всем тогда пока.